Тараканы с ладонь почти. Через 2 недели они опять к вам придут. Имеет сладкий привкус. И вот этот микс такой вообще несовместимый. Наверное, такая русская рулетка 50 на 50. Люди здесь позитивные, добрые. Всем привет из солнечного Вьетнама. Сегодня опять вышли на прогулку. Ну и, наверное, видео будет про то, что, наверное, давно уже все ожидали. Да, я, в принципе, давно уже хотел об этом снять. Вот, речь пойдет о... собака. Чуть не сбили. Речь пойдет сегодня о ценах и в целом о жизни. То есть все как на самом деле есть. Вот, начнем разговор, наверное, с категории жилье. Средние цены, да, и так далее. В общем, квартиру здесь в среднем... я сегодня буду говорить конкретно вот свое мнение, да, все, что связано с нами, с нашим опытом, с нашим мнением и так далее. Вот, информация может отличаться от действительности, у каждого по-своему, но я буду говорить объективно, именно со своей стороны. Значит, по поводу жилья, это примерно где-то в среднем $200. Средняя квартира, то есть она обычно где-то так выходит, от 150, наверное, до 250. Обычная квартира, как студия с кухней, плюс комната, спальня. Вот, в среднем где-то так и выходит. Коммунальные услуги сколько? За каждого члена семьи по 100 тысяч донгов в месяц. Это где-то, $4 за каждого человека. Вот, электроэнергия. Прошлый счет у нас был порядка $30-35 за свет. Львиная доля это, конечно, кондиционеры, потому что без них вообще невозможно. Здесь такая жара, что нереально просто спать без кондиционера, да и вообще дома находиться. Вот, в общем, в среднем месяц за квартиру выходит, как я сказал уже, плюс прибавьте счет за электричество и воду. Так, очень громко. Ребята что-то делают. В целом, если взять категорию жилье, категория еда, там может быть проезд, еще что-то, да, такое в среднем. То есть я сейчас не беру в расчет какие-то развлечения, сейчас напишут в комментариях, типа, почему так мало, да. Нет, я беру конкретно жизненно необходимые категории. То есть, что в них входит, опять же, жилье, еда, вода, проезд. Вот, в среднем на семью из 3 человек у нас, да, это где-то в месяц, $500, наверное, в среднем. Дальше, что еще могу добавить? То, что как бы чисто в квартире у вас бы не было, у вас все равно заведутся муравьи. Это, наверное, проблема касается 98% случаев. Собачки у всех тут. 98% случаев это у вас будут муравьи. Поэтому, да, приходится каждые 2 недели, брызгать всякой фигней, чтобы от них избавиться. Но это все временные меры. Через 2 недели они опять к вам придут. Вот, потом что? На улицах, соответственно, так как частично есть антисанитария, то есть люди сами создают. Я не скажу, что везде грязно. Посмотрите, вот идем по таким районам квартальным. Грязи особо никакой нету, но в случае, когда вот эти уличные кафе, различные стритфуд, люди готовят, да, что-то там, тут же в тазике споласкивают, какие-то объедки там остаются после кого-то. Они все это споласкивают и выливают прямо здесь же на асфальт. Возле ресторана прям, кафе.
Ну, соответственно, это корм для тараканов, для крыс, которые ночью бегают по всему городу. Ну, самое неприятное, наверное, здесь это гулять ночью. Потому что пару раз было такое, что идешь, и вот такие огромные тараканы. Давайте тут пойдем. Тараканы с ладонь почти. Огромные, тропические. Ну и крысы, наверное, размером с кошку. Бегают везде. Они, бывает, даже днем бегают. О, пожалуйста, дохлая крыса. В квартирах вроде с этим нет проблем. Ну, надеюсь, у всех так. Потом что еще? И да, вот что я говорил по поводу стритфуда. Ну, это, наверное, такая русская рулетка 50 на 50. Если там питаться, я не знаю, можно и, наверное, я подчеркиваю. Со мной не было такого, но есть шансы отравиться, потому что, как я смотрю, условия хранения продуктов, да, они весь день на солнце лежат. У знакомых такие случаи были, да. У меня, к счастью, такого не было. Вот, что еще? Ну, не знаю, грязными руками могут, да, там что-то делать. И как бы это нормально считается. Вот, для местной культуры. Ну, для меня, например, это дико. Что касаемо еды, я уже неоднократно говорил, это моя больная тема. Она здесь очень тяжелая для усвояемости. То есть, ну, постоянно это есть, ну, очень тяжело. Даже читая там комментарии местных каких-то там эмигрантов, да, которые живут здесь, тоже все пишут, что, ну, хочется что-то, ну, поесть такого нашего простого, по вкусу, да, и с этим проблема. Здесь, кроме как фобо, я так понимаю, ну, у многих затруднения в выборе что-то поесть. Вот, у меня жена, помню, как-то заказала жареный рис, по-моему, с курицей, что ли. Ей принесли рис какой-то там, да, обжаренный, но помимо курицы туда добавили, вот сейчас, внимание, там пожарили огурцы, помидоры и что-то морковка, по-моему. И вот этот микс такой вообще несовместимый. Закидывается, жарится с рисом, все, и как бы, ну, это все нормально. И причем так подают почти везде. Сколько мы это уже видели. Вот, а для местных это, ну, я так понимаю, вкусно, наверное. Раз так делают везде. Может быть, думают, что для европейцев так специально делают, что думают, что раз помидоры, огурцы, значит, это будет для нас вкусно. Вот, несмотря на то, что они жареные. Да, и приехав, опять же, во Вьетнам, будьте готовы, что с 5 часов утра здесь будет шум, все бегают, кричат и, ну, занимаются своими делами. Вот, с самого раннего утра. И так каждый день, без выходных. Ну, а здесь, то есть, режим такой у всех, и как бы это нормально. Я, в принципе, их понимаю в этом плане, потому что тут и климат другой. Здесь и темнеет всегда во сколько? В 6, полседьмого вечера каждый день. Сначала. Поэтому режим у людей вот такой вот. И ложатся все, наверное, где-то в часов в 9-10 вечера уже на улице тишина. Вот, так что такой режим здесь. Что касаемо, опять же, переезда во Вьетнам, ну, надо многие моменты, конечно, взвесить и сразу понять для себя. В том плане, что если у вас какой-то заработок дистанционный, потому что ехать сюда и пытаться что-то найти, вот, но это такое себе занятие, об этом есть видео, ссылка будет здесь. А так, в целом, если все это убрать, то здесь очень круто. Здесь фрукты, вот, пожалуйста. Фрукты везде растут. С этим проблем вообще нету. Hello? Люди здесь позитивные, добрые. Это очень круто. Есть чему поучиться у них. Здесь никогда никто не стоит, ни с кем не спорит, не ссорится. Нету каких-то там... Я ни разу не видел, чтобы какие-то были разборки непонятные. Все как-то мирно, все решается, спокойно, просто. Да, это на другом уровне, с другим менталитетом, но все спокойно, все спокойно. И еще коротко зацеплю тему продуктов.
потому что, судя по комментариям, не все до конца поняли, что я имел в виду в прошлых своих видео, когда я говорил там про хлебные изделия, да, там про какие-то колбасные изделия. Немногие поняли, о чем я говорю. Сейчас поясню специально для вас. Значит, что касается колбасы, сосисок и всего вот этого, здесь выбор есть. Да, то есть, но многие скажут, типа, что ты говоришь, вон, зайди в любой магазин, все это. Да, есть, согласен. Но какого это качества все, и, то есть, процент мяса там вообще нулевой. В основном все соевое. Соевое, дешевые заменители. И вкусом мяса там вообще не пахнет даже близко. Вот, пожалуйста, да, ну, в некоторых местах все это можно найти, да, есть специальные там супермаркеты какие-то, есть и салями итальянское, все это, но это, за этим нужно ехать, да, там в определенное место какое-то, очень далеко. Вот, а под боком, как бы, ну, мало вероятности, что вы прямо вот так сходу возьмете и купите. По поводу хлеба, вот здесь тоже очень много, но проблема в том, что 80% местного хлеба имеет сладкий привкус. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с местными какими-то вкусовыми особенностями, но по факту, не знаю, больше 10 видов хлеба мы здесь перепробовали. Ну, в основном здесь продается тостовый. И вот он какой-то сладкий, я не знаю. Багеты, да, есть хорошие, но они вкусные только когда свежие. На следующий день его есть невозможно, он резиновый будет, и тоже с этим проблема. Вот, ну и это все такое, знаете, химические заменители вот эти хлебные. То есть вот тот хлеб, который привыкли мы в Европе, там, да, еще где-то в России, неважно, там, он такой прям сытный, тяжелый, да, и вот чувствуешь прям хлеб. Здесь он нет, здесь он воздушный, как на быстрых ускорителях, такой легкий, какой-то непонятный, еще и сладкий. Вот, ну, наверное, это местные какие-то специалитеты. Следующий момент, это то, что если вы, например, собираетесь приехать сюда с ребенком, то здесь немножко будет некомфортно с этим, потому что здесь очень мало общественных мест. Ну, может быть, я не знаю, я не весь город объехал, не весь Вьетнам. Не судите строго за мое мнение, но я говорю... Привет. Hello. Я говорю то, что вижу я, да, и то, что, ну, знаю. Вот, с общественными местами здесь проблема. То есть парки какие-то, да, там места досуга, детские площадки. То есть мы вот буквально одно место встретились с детской площадкой, это на пляжу, и то площадка там, ну, такая, настолько простая, что там ребенку она надоедает там за 10 минут буквально. Поэтому, если вы все-таки едете с детьми, то надо будет заранее подумать, чем ребенку здесь заниматься. Вот, а так выглядят частные дома. То есть у кого-то вот такие сараи есть. Может быть, даже тут живут. И вот, пожалуйста, банановые пальмы, кокосовые пальмы, различные фруктовые деревья. Вот, смотрите, бананы растут. Да, то есть вот из дома вышел, сорвал. Вот, в этом плюс, да, для кого-то есть. А может быть, я помню, в детстве все мечтали, чтобы приехать в жаркую страну и лазить по пальмам, собирать кокосы. Мне кажется, каждый второй ребенок об этом мечтал. В общем, если я что-то упустил, вы напишите в комментариях, мы обязательно это обсудим. Может быть, кого-то интересуют определенные цены на какой-то сегмент. Либо, я не знаю, как что функционирует, или что здесь есть, чего здесь нету, да? Потому что тема очень обширна, и за такое короткое видео, ну, очень тяжело все рассказать. Поэтому я обычно каждое видео, которое я снимаю, я по чуть-чуть немножко, да, про все рассказываю. Там где-то про работу, где-то про продукты, где-то про местный менталитет. Вот, и поэтому сегодня немножко решил так чуть-чуть более-менее все в кучу сложить, чтобы такую небольшую картинку более понятную для вас сделать. Если есть вопросы какие-то, то пишите, и
Обязательно об этом снимем, расскажем, покажем. По поводу движения, ну вот эти мопеды, я так понимаю, здесь может ехать за рулем вообще кто захочет. Вот даже дети без проблем катаются в общем потоке со всеми. И... Hello. Russia. Дети катаются в общем потоке и как бы без проблем. Давайте отрезюмируем сегодняшнее видео. Значит, чтобы переехать во Вьетнам, у вас должно быть как минимум $400 на человека, на одного в месяц. Ну, если вы с семьей живете, да, там, ну, не знаю, там 500-600. Но это что касаемо только жилья самого, питания и там проезда. И проезда. Ну, это без учета там развлечений, каких-то покупок, не знаю, там, каждому свое, да, на уме. Вот, значит, заработок на человека не меньше, чем $400. Это первое. Второе, готовность к жаре каждодневной. Плюс 32, плюс 36. Высокая влажность. Воздух постоянно такой, как в бане, как в сауне. И вот постоянно в этом ощущении, вот сейчас я иду по улице, ощущение, что сейчас подо мной асфальт растает. И очень влажно. Вон люди все моются. И каждый день такая погода. Тут за вот это время, сколько мы здесь живем, больше месяца, да, там 1,5, может быть. Один раз было 3 дня подряд дождик и пасмурно. Вот в эти дни мы, помню, прям чувствовали себя замечательно. Дальше что? Готовность жить с муравьями. Ну, или, по крайней мере, быть готовыми постоянно с ними бороться. Вот, это такой момент есть. Что еще? Ну, знать, что на улице будут всегда бегать крысы, большие тараканы, это 100%. Если у вас с этим проблем нету, то приезжайте, будете наслаждаться местной спецификой. Ну, а так, в принципе, что? Хорошая погода, солнце, жарко, да, но хорошая погода, это хорошо. И фрукты, доступность, да, вот этой экзотики всей. Океан теплый, песок, пляж. Ну, вот, это очень круто на самом деле. Так что, наверное, это вот очень кратенько такой экскурс вот по специфике Вьетнама, что нужно для этого, чтобы здесь жить. Мы с вами не прощаемся, увидимся с вами через несколько дней. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Пока.